Всем привет! На нашей планете еще остались места, куда человеку вход строго запрещен. Некоторые из них скрывают смертельную опасность, другие охраняются военными. А где-то живут люди, которые никогда не видели современный мир и готовы убить любого чужака. Эти острова невозможно найти в туристических буклетах. Сюда не продают туры, а попытка высадиться может закончиться арестом или исчезновением без следа. Сегодня вы увидите 10 самых закрытых и запретных островов Земли. Острова с ядовитыми змеями, смертельными болезнями, военными базами и тайнами, которые скрывают десятилетиями. У побережья Бразилии находится остров, на который официально запрещено ступать туристам. Его называют Змеиным островом, и название абсолютно заслуженное. На небольшом клочке земли живут тысячи ядовитых змей. Островных ботропсов. Это один из самых опасных видов змей в мире. Их яд настолько токсичен, что способен буквально разрушить ткани человека. Укус вызывает внутреннее кровотечение, отказ органов и может убить за короткое время. По некоторым оценкам, раньше на острове приходилось по одной змее на каждый квадратный метр. Когда-то здесь работал маяк смотрителем, но позже его автоматизировали. Существует популярная легенда, что семья смотрителя погибла после нападения змей, пробравшихся в дом через окна. Сегодня остров закрыт для посещения. Высаживаться здесь могут только ученые и военные по специальному разрешению. Даже рыбалка рядом с островом запрещена. И это одно из немногих мест в мире, где природа буквально не оставила человеку шансов. Когда-то этот остров был настоящим тропическим раем, но после Второй мировой войны США превратили его в полигон для ядерных испытаний. За несколько лет здесь взорвали более 20 атомных бомб. Некоторые взрывы были настолько мощными, что испаряли целые участки суши. Радиация сделала остров опасным для жизни. Местных жителей эвакуировали, а многие позже столкнулись с серьезными проблемами со здоровьем. Сегодня часть территории все еще остается зараженной. Хотя иногда сюда допускают исследователей и дайверов, постоянная жизнь на острове по-прежнему считается опасной. Бикини стал символом того, как человеческие эксперименты могут уничтожить целый райский уголок. Недалеко от Венеции находится маленький остров, который многие называют самым жутким островом Италии – Павелья. Во времена эпидемии чумы сюда свозили зараженных людей. Тысячи больных умирали прямо на острове, а тела сжигали огромными кострами. Позже здесь открыли психиатрическую больницу. Именно тогда начали появляться истории о странных экспериментах над пациентами. По легендам, главврач больницы сошел с ума и покончил с собой, брошившись с башни. Сегодня остров официально закрыт для свободного посещения. Туристов сюда практически не пускают, а местные жители стараются держаться подальше. Рыбаки рассказывают, что избегают этих мест даже днем. Конечно, большая часть истории может быть мифом, но атмосфера острова настолько мрачная, что Павелья давно стала одной из самых известных проклятых точек Европы. Всего в нескольких километрах от популярных гавайских курортов находится остров, куда почти невозможно попасть. Ниихау называют запретным островом. Он принадлежит одной семье уже более 150 лет. Владельцы ограничили доступ, чтобы сохранить традиционный образ жизни местных жителей. Здесь почти нет интернета, современных дорог и массового туризма. На острове живет всего около сотни человек, многие из которых говорят на древнем гавайском диалекте. Попасть сюда можно только по специальному приглашению, для обычных туристов остров закрыт. Интересно, что во время эпидемии полиомиелита в 1950-х годах доступ на остров полностью запретили, чтобы защитить жителей от болезни. Именно тогда Ниихау окончательно получил репутацию запретного острова. Это редкий пример места, где ограничения существуют не из-за опасности, а ради сохранения культуры. Во время Второй мировой войны Британия проводила на этом острове секретные эксперименты с биологическим оружием. Ученые тестировали сибирскую язву. Эксперименты оказались настолько опасными, что остров был заражен на десятилетия. Власти полностью закрыли доступ, на картах появилось предупреждение об угрозе смертельного заражения. Многие годы Груйнард считался одним из самых опасных островов Европы. Только в конце 20 века британские власти начали масштабную очистку территории. Тонны зараженной почвы были обработаны химикатами. После этого остров официально признали безопасным, но репутация острова смерти осталась с ним навсегда. Этот тропический остров выглядит как рай. Белый песок, пальмы и ярко-голубой океан. Но на самом деле это одна из самых закрытых военных территорий мира. На острове расположена крупнейшая совместная база Великобритании и США. Здесь находятся военные самолеты, корабли и секретная инфраструктура. В прошлом местных жителей насильно выселили с острова ради строительства базы. Сегодня попасть сюда обычному человеку практически невозможно. Даже журналистам доступ строго ограничен. Из-за секретности вокруг Диего Гарсия годами появлялись теории заговора. От тайных тюрем до секретных операций спецслужб. И хотя многое остается неизвестным, одно ясно точно – этот остров надежно скрыт от посторонних глаз. В 1963 году рядом с Исландией из океана внезапно начал подниматься новый остров. Причиной стало мощное извержение подводного вулкана. Так появился Сурцей, один из самых молодых островов Земли. Ученые быстро поняли, что получили уникальную возможность наблюдать, как на абсолютно новой Земле появляется жизнь.
Именно поэтому остров полностью закрыли для туристов. Сюда допускают только ограниченное количество исследователей. Даже обычная смена или бактерии могут нарушить естественный процесс формирования экосистемы. На Сурцее ученые наблюдают, как появляются растения, насекомые и птицы без вмешательства человека. Это настоящий живой эксперимент природы. Один из самых удаленных островов планеты находится между Австралией и Антарктидой. Добраться сюда невероятно сложно. На острове постоянно бушуют штормы, а большую часть территории покрывают ледники. Но главная причина ограничения – уникальная экосистема. Здесь живут огромные колонии пингвинов, морских слонов и редких птиц. Любое вмешательство человека может серьезно повредить природе. Поэтому Австралия выдает разрешение на посещение только в исключительных случаях. Это одно из самых изолированных мест Земли, где природа до сих пор почти не тронута цивилизацией. Этот остров в Индийском океане считается одним из самых опасных мест на Земле. Причина не в животных и не в природе, а в людях. Здесь живет племя сентинельцев, один из последних народов планеты, который практически не контактировал с цивилизацией. Они живут так же, как тысячи лет назад. Охотятся с луками, делают копья и полностью отвергают внешний мир. Любой чужак воспринимается как враг. За последние десятилетия к острову пытались подплывать исследователи, рыбаки и даже миссионеры. Многих встречали градом стрел. В 2018 году американский миссионер Джон Аллен Чау попытался нелегально высадиться на остров. Через несколько часов его убили прямо на берегу. После этого власти Индии еще сильнее усилили запрет. Сегодня приближаться к острову ближе, чем на несколько километров, незаконно. Причина не только в агрессии племени. Обычная простуда или грипп могут полностью уничтожить сентинельцев, потому что у них нет иммунитета к современным болезням. Этот остров остается одним из последних мест на Земле, где время будто остановилось. Этот маленький остров в Тихом океане выглядит совершенно безобидно, но его история больше похожа на фильм ужасов. Когда-то здесь жили рабочие и военные, однако из-за войн и проблем с поставками остров оказался полностью отрезан от мира. Люди начали умирать от голода и болезней. Позже остров опустел. Сегодня Клиппертон принадлежит Франции. Но попасть сюда крайне сложно. Нужны специальные разрешения, а постоянного населения здесь нет. Изоляция, штормы и полное одиночество сделали этот остров одним из самых загадочных мест Тихого океана. Мир, кажется, давно изучен. Спутники видят каждый уголок планеты, а самолеты летают через океаны за считанные часы. Но даже сегодня существуют острова, куда человеку лучше не попадать. Одни скрыты смертельной опасностью, другие охраняют древние племена или военные секреты, а некоторые напоминают, насколько природа и история могут быть страшнее любого фильма ужасов. И самое удивительное, многие из этих мест существуют прямо сейчас. Они реальны, и доступ туда по-прежнему закрыт. Какой остров вас удивил больше всего? Напишите в комментариях. Если хотите увидеть еще больше самых опасных и загадочных мест планеты, подписывайтесь на канал. Самое интересное еще впереди. До встречи в следующем ролике.